Архипелаг Новая Земля, залив Степового. Одно из самых безжизненных, холодных и суровых мест на нашей планете. Если вы посмотрите на поверхность этого Карского моря, вы увидите лишь лед и свинцовые волны. Но ровно под ними, на смехотворной для океана глубине, всего в 33 метра, лежит объект, который прямо сейчас угрожает всей экосистеме Арктики. Это не просто затонувший корабль. Это тикающая радиационная бомба замедленного действия. Атомная подводная лодка К-27. Единственный в истории советского флота корабль, оснащенный экспериментальными ядерными реакторами на жидком металле. В мае 1968 года на ее борту разыгралась катастрофа, масштабы которой скрывали десятилетиями. Катастрофа, заставившая 100 человек добровольно спуститься в радиоактивный ад, вооружившись лишь стальными кувалдами. Эта лодка сожгла свой экипаж колоссальными дозами радиации, за что получила на флоте мрачное прозвище «Нагасаки». Советская власть попыталась похоронить свою ошибку. Лодку тайно залили химикатами и сбросили на дно. Нам обещали, что она будет в безопасности 500 лет. Но независимые исследования показывают, срок годности этого саркофага уже истек. Защита разрушается. И если внутрь ее растерзанного реактора попадет всего 5 литров морской воды, мир получит подводный Чернобыль. Сегодня мы вскроем досье проекта 645. Мы расскажем, как физика, химия и амбиции политиков привели к ядерному расплавлению. И почему прямо сейчас, в обстановке строжайшей секретности, Россия готовит беспрецедентную операцию по подъему этого проклятого корабля. Вы на канале «Код доступа». Погружение разрешено. Конец 1950-х годов. Военно-морской флот «Союз Советских Социалистических Республик» остро нуждается в атомных подводных лодках, способных догнать и уничтожить авианосные группировки Соединенные Штаты Америки. Стандартные водоводяные реакторы надежны, но они огромны. Вода в них находится под чудовищным давлением свыше 100 атмосфер, что требует невероятно толстых стальных труб. Малейшая трещина, и происходит тепловой взрыв. Советским физикам во главе с академиком Александровым поручают создать нечто принципиально иное. Так рождается сверхсекретный проект 645. Подводная лодка, в реакторах которой вместо воды будет циркулировать расплавленный металл. А именно, эвтактический сплав свинца и висмута. Свинец и висмут. Эта технология оказалась магией, пришедшей из будущего. Температура кипения этого сплава превышает 1600 градусов по Цельсию. Это означало, что реактор мог работать при обычном атмосферном давлении. Никаких толстых труб, никакой угрозы взрыва от разгерметизации. Такие реакторы обещали быть легкими, невероятно компактными и феноменально мощными. Турбины получали бы перегретый пар, разгоняя лодку до немыслимых скоростей. Летом 1958 года на заводе «Севмаш» в Северодвинске закладывают подводную лодку К-27. Под ее легким корпусом скрывались 2 революционных реактора ВТ-1. Но у этой технологии будущего была темная, фатальная сторона, которую физики не изучили до конца. Во-первых, при облучении висмута нейтронами в активной зоне образуется полоний-210, тот самый сверхтоксичный, смертельный радиоактивный изотоп. Но главной проблемой была температура. Сплав свинца и висмута застывает, превращаясь в монолитный камень, если его температура падает ниже 125 градусов. Это означало, что теплоноситель внутри лодки нужно было постоянно, непрерывно подогревать внешними системами, даже когда реактор был заглушен. Любая остановка циркуляции, любое падение температуры приводило к катастрофическому козлению. Радиоактивный металл намертво застывал в трубах. И самое главное, этот тяжелый сплав оказался нетерпим к малейшим химическим примесям. Осенью 1963 года К-27 официально вошла в состав Северного флота. Командование торопилось рапортовать наверх о технологическом триумфе.
Но внутри первого контура уже был запущен невидимый процесс разрушения. 24 мая 1968 года. Акватория Баренцева моря. А ПЛК-27 готовится к историческому рекорду – 70-дневному автономному плаванию без единого всплытия. Экипаж из почти 150 человек тестирует параметры энергетической установки на максимальных режимах. В реакторе правого борта бушует адская температура. Мощность 87% от номинала. Десятилетиями советские адмиралы будут врать, что причиной последующей аварии стала неизученность сложной технологии. Но рассекреченные документы физико-энергетического института доказывают, причина была банальной и криминально-халатной. Провал машиностроения. В циркуляционных насосах, качающих тяжелый жидкий металл, стояли сальниковые уплотнения на масляной основе. От мощнейших вибраций они износились, и обычное турбинное масло начало по капле просачиваться прямо в расплавленный до 400 градусов свинцово-висмутовый контур. Попадая в этот радиоактивный котел, масло подвергалось пиролизу. Оно мгновенно сгорало, распадаясь на твердую сажу и газы. Месяцами эта углеродистая грязь и оксиды свинца копились в системе, превращаясь в густые, вязкие шлаковые массы. И вот на 5-м часе перехода микроутечка в системе меняет давление. Огромный сгусток этого радиоактивного шлака отрывается и летит прямо в активную зону реактора правого борта. Шлак наглухо закупоривает узкие каналы охлаждения между топливными стержнями. Циркуляция металла останавливается. Автоматика лодки срабатывает идеально. Из-за перегрева цепная реакция начинает затухать. Мощность реактора резко падает с 87% до 7%. Если бы в этот момент экипаж просто заглушил установку, трагедии бы не случилось. Но человеческий фактор вмешался в законы физики. Командир лодки, находясь под жестким прессингом боевой задачи и не понимая, что реактор физически забит шлаком, отдает роковой приказ — восстановить мощность. Операторы пульта управления, нарушая все мыслимые инструкции безопасности, начинают принудительно вытаскивать стержни защиты из активной зоны. Это был приговор. Увеличение потока нейтронов при полностью отсутствующем охлаждении привело к локальному тепловому взрыву. Ядерное топливо внутри оболочек начало плавиться. Расплавленный уран и колоссальный выброс радиоактивных газов вырвались за пределы биологической защиты реактора. Обитаемые отсеки подводной лодки были мгновенно прошиты мощнейшим, смертоносным потоком гамма-излучения. Стрелки штатных дозиметров легли в ограничители. Приборы просто не были рассчитаны на такие дозы. На борту К-27 начался радиационный ад. Лодка замерла. Заглушенный реактор правого борта, забитый шлаком, лишенный отвода остаточного тепла, продолжал стремительно разогреваться. Возникла прямая угроза разрушения прочного корпуса и радиоактивного заражения огромной акватории. Чтобы спасти корабль, нужно было восстановить циркуляцию охлаждающей жидкости. Но свинцово-висмутовый сплав, лишенный подогрева, начал быстро кристаллизоваться. В трубах образовывались мертвые пробки из тяжелого радиоактивного металла. Командир строит весь свободный личный состав. Звучит вопрос: кто готов пойти в реакторный отсек? Пойти на верную смерть. Из строя вышли все 100 подводников. Без исключения. То, что происходило дальше, не укладывается в сознании современного человека. В условиях невидимого, прошивающего насквозь гамма-излучения, матросы применяли грубую физическую силу. Стальными кувалдами они методично, удар за ударом, разбивали застывший радиоактивный свинец в трубопроводах. Понимая, что штатная система мертва, инженеры принимают отчаянное решение. Они демонтируют трубы системы питьевого водоснабжения лодки и делают из них обводную трассу, чтобы залить в первый контур обычную пресную воду.
Люди работали сменами от 5 до 10 минут. Их единственной защитой были резиновые химические плащи и противогазы. Но в 140-градусном мареве радиоактивного пара фильтры противогазов выходили из строя уже через 40 минут. Они варили трубы буквально на ощупь, задыхаясь от токсинов. Эта кустарная система из питьевых труб сработала. Они не допустили парового взрыва. Лодка смогла вернуться на базу на одном левом реакторе. Но цена была катастрофической. Каждый человек на борту получил дозу облучения. Дозы ликвидаторов в реакторном отсеке оцениваются от 50 до 60 зиверт. Это в 10 раз превышает 100% смертельную дозу. При таком облучении происходит некроз клеток желудочно-кишечного тракта и полное уничтожение костного мозга. Центральная нервная система распадается. 7 подводников, лейтенант и 6 матросов умерли в жесточайших муках в 6-й клинике Москвы в течение первых 10 дней. Позже скончались еще 2 офицеров. Из 147 членов экипажа 83 человека остались глубокими инвалидами с тяжелыми формами острой лучевой болезни. Именно эта жертва, принесенная на алтарь несовершенных технологий, закрепила за К-27 жуткое прозвище «Нагасаки». Советская власть столкнулась с проблемой. Что делать с радиоактивным гробом, внутри которого намертво застыл сплав из свинца, висмута и расплавленного урана? Выгрузить топливо оказалось технологически невозможно. Спустя 13 лет бесплодных попыток очистить лодку, в 1981 году принимается решение – затопить. Лодку отбуксировали к новой земле и сбросили на дно залива Степового. И здесь государство пошло на прямой подлог. Правила Международного агентства по атомной энергии строго предписывают: объекты с ядерным топливом можно затапливать только на океанских глубинах от 3 до 4 тысяч метров. Там, где колоссальное давление и отсутствие течений минимизируют риски. Но К-27 положили на шельф, на глубину всего 33 метра, в зоне активных ледовых течений. Чтобы успокоить совесть, перед затоплением полости реактора залили специальным органическим полимером на основе фурфурола. Военные инженеры рапортовали: эта смола намертво запечатает уран и защитит его от морской воды на 500 лет. С годами бюрократия ВМФ искусственно сдвинула дату затопления в бумагах на 1982 год, чтобы скрыть финансовые огрехи. Катастрофу забыли. Но в наши дни рассекреченные документы физико-энергетического института прозвучали как похоронный набат. Оказалось, что в условиях жесткого гамма-фона и гидролитического воздействия морской воды этот хваленный фурфуроловый компаунд разрушается. И срок его жизни не 500 лет, а всего от 30 до 50 лет. Математика беспощадна. Отсчет идет с 1981 года. Это значит, что критический порог разрушения защиты уже пройден. Защитный панцирь деградирует прямо сейчас. Почему это так страшно? Реактор К-27 работал на быстрых нейтронах. Если фурфурол окончательно треснет и внутрь покореженной активной зоны попадет всего от 5 до 6 литров морской воды, произойдет непоправимое. Вода сработает как замедлитель нейтронов. Это неминуемо вызовет СЦР – самопроизвольную цепную реакцию. Грубо говоря, мертвый реактор снова включится на дне моря. Произойдет локальный тепловой взрыв. Он разорвет проржавевший корпус лодки, и в Карское море хлынет до 100 терабеккерелей радионуклидов в год. Это уничтожит промысловые акватории Арктики. Российские власти оказались в состоянии институциональной шизофрении. На международных конференциях, чтобы успокоить соседей из Норвегии и экологические фонды,
Представители Курчатовского института с улыбкой заявляют, что К-27 — это образец безопасности. Но закрытые действия МЧС и Росатома говорят об обратном. Началась скрытая, форсированная гонка со временем. В сентябре 2021 года Центр подводных исследований Русского географического общества проводит сложнейшую экспедицию. Водолазы опускаются к К-27. Они измеряют толщину ржавеющего металла и проводят лазерную резку. Операция была настолько экстремальной, что падающая окалина прожгла защитный гидрокомбинезон одного из водолазов ледяной водой. Но работу не прервали. Ставки слишком высоки. В сентябре 2024 года к лодке тайно отправляется спецотряд МЧС России. Их данные засекречены, но сам факт говорит о том, что статус объекта сменился с научного наблюдения на предаварийное реагирование. И вот финал этой технологической гонки. В октябре 2024 года в Санкт-Петербурге Курчатовский институт и бюро «Малахит» презентуют инновационный роботизированный комплекс для глубоководных такелажных работ. Номинально он создается для нужд нефтегазовых компаний. Но его характеристики подозрительно идеально подходят для одной конкретной задачи — захвата и подъема деформированного корпуса АПЛК-27 со дна залива Степового. К концу 2025 года ученые планируют развернуть на дне моря автономную станцию мониторинга с датчиками 5-го поколения. Они будут в режиме реального времени слушать дыхание мертвого реактора, ожидая, когда фурфуроловая печать даст окончательную трещину. Успеют ли они поднять этот свинцово-висмутовый гроб до того, как Карское море закипит от радиации? Катастрофа К-27 Нагасаки — это мрачный памятник эпохи, когда политические дедлайны и амбиции обгоняли инженерную безопасность. Манипуляции со списками погибших, где признали только 9 смертей, проигнорировав еще десятки моряков, умерших от онкологии в последующие 2 года. Скрытая причина аварии, когда вину за сгоревшие масляные сальники свалили на неизученность науки. И ложь про 500-летнюю надежность саркофага. Все это кирпичи в стене государственной тайны. Экипаж К-27 не сдался. Вооруженные кувалдами в радиоактивном пару, они выполнили свой долг, заплатив за чужие ошибки своими жизнями. Теперь очередь за современным поколением инженеров — исправить то, что было похоронено на глубине 33 метров. А как вы считаете, нужно ли поднимать К-227, рискуя разломить корпус при подъеме? Или стоит оставить ее на дне, залив бетоном? Пишите свое мнение в комментариях, я внимательно читаю каждый из них. Подписывайтесь на канал Код доступа, ставьте лайки и делитесь этим видео. Это помогает нам вскрывать новые засекреченные архивы. Доступ разрешен. Берегите себя и до встречи!